Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем добавлять в жизнь ярких солнечных красок, приближать весну и готовить вкуснейшее лимонное печенье с лимонным курдом. Все, как всегда, очень просто. Следите за руками. Поехали! Берем чашу для смешивания. Засыпаем туда сахар. Можете использовать сахарозаменитель, как вам больше нравится. К сахару сразу добавляем лимонную цедру. Берем только самую верхнюю желтую часть, чтобы ничего не горчило. Сахар с цедрой хорошенько перетираем. Можно прям пальчиками, чтобы еще больше раскрыть лимонный аромат. Добавляем яйца. Яйца должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Растопленное сливочное масло, растопленное, но при этом остывшее до комнатной температуры. Немного ванильного экстракта для еще более яркого вкуса и аромата. Туда же чуть-чуть лимонного сока, совсем чуть-чуть. И для еще более солнечного цвета я добавляю немного куркумы, совсем чуть-чуть, чтобы сделать печенье еще более солнечным, желтым, красивым, ярким. С помощью миксера все это смешиваем до однородности. Все соединяем, смешиваем, немного взбиваем. Совсем немного, не увлекаясь. Как только все соединилось, смешалось до однородности, готово. В отдельной небольшой чаше смешиваем вместе муку, разрыхлитель и немного соли. Все это венчиком перемешиваем, добавляем к жидким ингредиентам. И снова с помощью миксера, можете лопаткой, все это аккуратно соединяем. Если миксером, то на небольшой скорости, на самой-самой маленькой. В результате получается такая густая паста. Накрываем пленкой до контакта и убираем в холодильник на пару часов. Паста должна хорошенько охладиться, прежде чем мы будем делать из нее печенье. А пока тесто для печенья охлаждается, можно заняться приготовлением лимонного курда. Можно, конечно, приготовить его и заранее, можно вообще использовать покупной, но домашний гораздо вкуснее. На канале есть уже пара видео, как приготовить дома вкуснейший лимонный курд. Сделать это совсем несложно, поэтому я коротенько сейчас в процессе вам еще раз все повторю. Берем какую-нибудь емкость, чашу, миску, ковш, то, что можно будет поставить над кипящей водой, то есть на водяную баню. Туда добавляем яйца, лучше тоже комнатной температуры. Слегка их разбиваем венчиком. Добавляем сахар, сливочное масло, сразу порезанное небольшими кубиками. Конечно, для этого лимонного крема тоже нужны лимоны. Обязательно цедра, верхняя желтая часть, как всегда. И сок, обязательно лимонный сок. И опять же, для более яркого, солнечного, желтого цвета я добавляю немного, совсем немного куркумы. Щепотка соли для баланса вкуса. Все это слегка там перемешиваем и ставим над кастрюлей или ковшом со слегка кипящей водой. Вот прям слегка кипящей. Сначала все там растворяем и затем, не переставая тщательно работать венчиком, доводим до загустения. Готовность легко проверить деревянной ложкой. Проводите пальцем, если остается такая достаточно четкая дорожка, значит готово. Чтобы курд-крем получился более гладким и однородным, пропускаем его через сито, накрываем пленкой до контакта и даем остыть при комнатной температуре, а затем также убираем в холодильник немного охладиться. Все, как видите, все очень-очень просто. Буквально тыц-пыц и готово. На процесс ушло минут 10. Тесто охладилось. Пахнет лимончиками. Набираем тесто ложкой в руку и скатываем в колобок или в колобки. И сразу выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сохраняя между колобками расстояние, чтобы им хватало воздуха в духовке. И место, так как колобки будут растекаться. Процесс катания колобков приятный, увлекательный и несложный. Привлекайте домочадцев. Из этого количества теста получается где-то 15-16 колобков. Чтобы печенье получилось еще красивее, лучше сохранило форму, не сразу растеклось в духовке, нужно поставить колобки в холодильник минут на 10-15. Чуть-чуть охладиться. Разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия, 360 Фаренгейта. Достаем печенье
колобки, пока еще не печенье, колобки из холодильника, чтобы печенье получилось хрустящим снаружи и еще более красивым. Каждый колобок обваливаем в мелком сахаре, тонкого слоя будет достаточно. И затем щедро в сахарной пудре. Со всех сторон получаются такие снежки. И возвращаем на противень. Можно, конечно, обойтись и без обваливания в сахарной пудре, но так получается, так печенье получится красивее. С помощью ложки, пальца или вот такой вот нуазетки делаем в каждом колобке углубление. Прям вот поглубже, но так, чтобы сами колобки сильно не расплющивать. И заполняем все эти углубления уже остывшим и охлажденным лимонным курдом. И вот эти такие аппетитные мини-глазуньи, мини-яичницы ставим в духовку, уже разогретую до 180 градусов Цельсия, 360 Фаренгейта. И выпекаем минут 12-15, следите, печенье должно немного растечься, подзапечься должен курд сверху, само печенье должно немного подзапечься сверху. Следите, чтобы там ничего не сгорело. Да, по курду. Видите, у меня достаточно много еще осталось, но готовить меньше, чем на 2 яйца я не рекомендую, иначе легко можно будет все сжечь и превратить в сладкую лимонную яичницу. Поэтому, если у вас тоже курд остался, поставьте его в холодильник и потом с тостиком, оладушком, блинчиком, просто так ложкой тоже очень вкусно. В общем, что я вам рассказываю, найдете, как применить вкусный лимонный крем. Ну это ж просто какие-то солнца. Маленькие солнца на противне. Пахнет просто нереально. Лимон, ваниль, вот это вот все здесь вокруг. Нужно дать печенью, буквально пару минут отдохнуть на противне, затем перенести на решетку, прямо на бумаге. И там уже печенье остынет и станет еще и хрустящим снаружи, оставаясь нежным внутри. Но есть печенье можно как в теплом, так в холодном, остывшем, в каком угодно виде. С кофе, чаем, стаканом молока, кефира. В общем, сами там разберетесь, может быть, даже с чем-нибудь покрепче. Реальные прям солнце получились. А вот это вот кружево сахарной пудры по краям, это как снег, который вот-вот уже совсем везде растает. Реально весенние такие печенья. Невероятно ароматные. Ну и сахарная пудра дополнительно создает хрустящую корочку. Видите, печенье и с дна так хорошо подпеклось, и с боков у него хрустящая корочка, а здесь нежный лимонный курд. Ну что я рассказываю, у меня уже слюноотделение заиграло по полной программе. Сейчас захлебнусь. Совсем с такой тонкой хрустящей корочкой снаружи, нежная внутри и сверху невероятный такой освежающий, бодрящий лимонный курд. Это просто идеальное печенье для того, чтобы приманить весну. Вот тебе самое красивое солнце. О, прям действительно солнце, посмотри. Вот этот вот слой прекрасный с курдом, это какое-то чудо прям, мне кажется. Оно еще налимонивает уже лимонное прекрасное печенье, нежнючее, вкуснючее. У меня только один вопрос. У меня руки две, ты мне дал только одно печенье. Они такие вкусные. Мне кажется, в количестве по одной штуке просто идти не должны. Вот это я понимаю. А вдруг это вкуснее? Правда вкуснее. Всем срочно надо. Список всех ингредиентов вы, как всегда, сможете найти там, в описании под видео. Я под видео жду ваши лайки, не скупитесь, не жалейте, это важно для поддержки видео и канала. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали, срочно исправляйте эту несправедливость и зовите сюда друзей. Чем нас будет здесь больше, тем чаще будут выходить видео на канале. Всем желаю скорейшей весны, отличного настроения, до новой встречи и пока-пока.